Всем привет, с вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. Сразу начнем с нескольких хороших новостей. Аудитория нашего канала постоянно растет, и это очень радует. Спасибо вам, что вы интересуетесь темой пинбола. Надеюсь, мы стараемся не зря, делая для вас максимально клевый контент. Другая хорошая новость в том, что мы наконец-таки начали проводить стримы по воскресеньям. Совсем недавно мы играли лайвом на автомате Attack from Mars. Кстати, все лайвстримы мы будем складывать в отдельный плейлист, который так и будет называться Live Streams. Ссылочка на него появится сейчас вот здесь. А сегодня мы будем с вами разбирать правила еще одного не менее интересного пинбола, который называется Iron Man от компании Stern Pinball. Геймдизайнером этой игры был опытнейший Джон Борг. За свою карьеру он спроектировал более 25 пинболов. Iron Man занимает примерно 40-ю позицию в рейтинге всех пинболов по версии Pinside. Оригинальная эта игра вышла в 2010 году тиражом 1200 экземпляров. Но в 2014 году компания Stern выпустила дополнительные 300 экземпляров этой игры, а пинбол имел маркировку Pro Vault Edition. Конкретно у нас вторая версия, от первой она отличается наличием светодиодов в базовой комплектации, в первой версии использовались лампы накаливания. Бэкбокс сделан в первой версии полностью из дерева, а в Pro Vault он сделан из дерева и металла. И еще одна особенность более поздней версии в том, что на корпусе автомата используются специальные фольгированные наклейки, которые очень круто смотрятся. Фанатам Железного Человека этот автомат придется очень по душе, поскольку весь сюжет игры основан на двух частях одноименного фильма, которые появились в 2008 и 2010 году. В этом пинболе вы услышите английскую озвучку, саундтреки и оригинальные кадры из фильма, которые периодически будут появляться на экране. Как вы уже могли заметить, на поле присутствует несколько фигурок персонажей из фильма, поэтому давайте более подробно разбираться, что у нас находится на поле. В игре 2 флиппера, 2 инлейна, 2 аутлейна, 2 слингшота, 7 красных стендап-таргетов, 4 слева и 3 справа. По центру у нас находится Ironmonger, который прячется под полем и появляется в определенном режиме. Перед ним находится первый магнит, второй магнит находится в секторе с фигуркой Whiplash. Чуть выше этого магнита располагаются 2 желтых стендап-таргета. Также на поле есть еще 4 маленьких синих стендап-таргета, которые символизируют 4 дронов: Ground Assault Drone, Air Assault Drone, Tactical Assault Drone, Sea Assault Drone. В левой верхней части поля находится фигурка War Machine, а чуть ниже одноименный сектор с Kickback, который будет мгновенно выбивать шар обратно на поле. В верхней части поля у нас находятся 2 рампы, одна слева, другая справа, которые ведут шар в соответствующий инлейн. Рядом с рампами на поле есть еще 3 лупа – левый, центральный и правый. В игре также присутствуют 3 спиннера с изображением Ironmonger, каждый из которых находится в самом начале лупа. В правой верхней части поля у нас 3 поп-бампера и 2 топ-лейна перед ними. Давайте теперь поговорим о правилах этого пинбола. Они описаны для версии прошивки 1.86. Как вы уже могли заметить, на поле нет фигурки Железного Человека, поскольку по сюжету игры Железный Человек — это игрок. Именно вам нужно будет сражаться с Ironmonger, Whiplash и возвращать контроль над War Machine, уничтожая дронов. Но обо всем по порядку. В этой игре аж целых 3 финальных задания: Do or Die Hurry Up, Do or Die Multiball и Jericho Missile Mayhem. И каждое из них открывается по-своему. Конкретно в этом выпуске я расскажу вам о 2 финальных заданиях. Это Do or Die Hurry Up и Jericho Missile Mayhem. Поскольку разом это все достаточно сложно воспринимается, поэтому этот разбор будет поделен на 2 части. Начнем сразу со скиллшота. В этой игре их 2. Обычный скиллшот и супер скиллшот. Для того, чтобы выбить скиллшот, нужно запустить шарик в игру, чтобы тот долетел до топ-лейнс. Там он ударится в пластиковый столбик и отскочит в один из топ-лейнов. Ваша задача — попасть в подсвечиваемый топ-лейн. При этом кнопками флипперов вы можете переключать подсветку топ-лейна. За успешное попадание получите 250 тысяч очков. Если выполнить несколько скиллшотов за игру, в каждом следующем случае награда за успешное попадание будет увеличиваться. Теперь расскажу, какой здесь супер скиллшот. Зажимаем левый флиппер, и у вас 2 топ-лейна будут мигать одновременно. Ваша задача потянуть планжер таким образом, чтобы шарик попал в любой из топ-лейнов. При этом пластиковый столбик в этом случае не будет останавливать шар. Если вы запустите шарик слишком сильно, он перелетит топ-лейнс. Если слишком слабо, он не долетит до них. Тут прям реально задание на скилл. Если попадете, вы получите 1 миллион очков. За каждый последующий суперскиллшот награда также будет увеличиваться. Теперь давайте поговорим о 2 финальных заданиях. Чтобы запустить Do or Die Hurry Up, вам нужно открыть 5 персонажей: Iron Man, War Machine, Ironmonger, Whiplash и Drones. А для того, чтобы запустить Jericho Missile Mayhem, вам нужно прокачать костюм Iron Man до Mark 6. Последний выглядит как арк-реактор. Начнем с первого персонажа — Iron Man. Чтобы иконка загорелась, вам нужно собрать слово Iron Man.
Левые 4 красные таргета — это буквы в слове Iron, а правые 3 красные таргета — это буквы в слове Man. Если вы попадаете в ту букву, которая уже открыта, у вас загорится соседняя буква слева или справа, если она еще не открыта. Когда вы соберете слово по буквам полностью, иконка с Iron Man загорится. Плюс ко всему вы улучшите свой костюм на единицу. Следующая иконка — War Machine. Для того, чтобы она загорелась, вам нужно уничтожить 8 дронов, а после открыть War Machine в одноименном секторе. Каждый активный дрон — это маленький синий стендап таргет с мигающей иконкой дрон. Попав по такому таргету, вы уничтожаете одного дрона. Также на поле можно добавлять активных дронов, если попасть в сектор с War Machine. Когда вы уничтожите 8 дронов, у вас загорится 5-я иконка с надписью Drones, а попав в мигающий сектор War Machine, у вас загорится иконка с одноименным персонажем. Костюм также улучшится на единицу и начнется War Machine Multi-Ball. Третья иконка — Ironmonger. Чтобы открыть этого персонажа, вам нужно по центру собрать слово Monger. Добавить букву в слове Monger можно, попав по любому из спиннеров. Когда вы соберете слово полностью, из-под поля появится Ironmonger, и вам нужно будет собрать слово еще раз. Только в этот раз буква будет даваться за попадание по фигурке. Будьте готовы к тому, что Ironmonger при помощи магнита будет отталкивать шар в случайном направлении. После того, как вы соберете 6 букв, фигурка спрячется под поле. У вас загорится иконка Ironmonger, костюм улучшится на единицу и запустится Ironmonger Multi-Ball. Остается 4-я иконка, на которой написано Whiplash. Для того, чтобы открыть этого персонажа, вам нужно 5 раз попасть по желтым стендап-таргетам в секторе с фигуркой Whiplash. После 5 попаданий иконка с Whiplash загорится, костюм железного человека улучшится и начнется Whiplash Multi-Ball. После того, как все 5 персонажей будут гореть, вы можете открыть одно из 3 финальных заданий — Do, Die, Hurry Up. Для этого забрасываем шарик в центральный луп. Суть этого задания в том, что у вас будет 35 миллионов очков, и с каждой секунды эта цифра будет уменьшаться. Вам нужно будет максимально быстро попасть еще раз в центральный луп, для того, чтобы получить оставшиеся очки. Если это удается сделать, в качестве награды вы получаете какое-то количество очков, и с этого момента до конца шара все очки на поле удваиваются. Вообще неплохо получается, 35 миллионов очков — это очень солидная сумма для этой игры за одно попадание. При том, что неплохим результатом здесь считается всего лишь 10-15 миллионов за всю игру. Плюс еще удвоение до конца шара, как-то это все слишком сладко выглядит. Но я вас разочарую, все далеко не так просто. Всех персонажей нужно открыть за один шар. Если вы проигрываете шарик, все персонажи погаснут, и все придется начинать по новой. Только таким образом вы сможете открыть Do, Die, Hurry Up. Надеюсь, вы еще не забыли, что во время открытия персонажей мы улучшали костюмы Тони Старка и остановились на 4-м марке. Кстати, можно выдохнуть, улучшения костюмов не сбрасываются, если вы проигрываете шарик. Чтобы запустить Jericho Missile Mayhem, вам нужно прокачать костюм до Марк 6. Сейчас я расскажу, где на поле находятся еще 2 марка. Для того, чтобы улучшить костюм еще на единицу, вам нужно зажечь 6 изображений щита, прокатывая шары в инлейнах, аутлейнах и топлейнах. При этом игрок может перемещать их, нажимая кнопки флипперов. Когда вы соберете все 6 щитов, вы улучшите костюм, увеличите умножение в конце раунда на единицу, и у вас загорится большая иконка щита. Этот значок показывает, что вы можете получить случайную награду. Для этого нужно попасть в сектор с War Machine, а случайная награда появится на экране. Последнее улучшение костюма дается за открытие режима We Got a Boogie. Чтобы открыть этот режим, вам нужно попасть в рампы 5 раз, чтобы все иконки от 100 тысяч до 400 тысяч загорелись и начали одновременно мигать. Запустив этот режим, ваш костюм улучшится и начнется We Got a Boogie. Это задание на время, вам нужно будет попадать по красным стрелкам, чтобы получать очки. Каждое следующее попадание больше предыдущего. После того, как вы откроете Марк 6, в центральном лупе будет доступно второе финальное задание. Попав туда, начнется Jericho Missile Mayhem или просто Jericho. В этом режиме вам нужно выполнить еще раз 6 заданий, что вы открывали для апгрейда костюма. То есть, собрать 7 красных стендап-таргетов, собрать 6 щитов, 5 раз попасть в War Machine. Таргеты с дронами также считаются за попадание в War Machine. 4 раза попасть в левую рампу и 4 раза попасть в правую. 6 раз попасть по фигурке Ironmonger и 6 раз по желтым стендап-таргетам у Whiplash. Все это нужно сделать при помощи одного шарика и с одной попытки. После чего в центральном лупе появится финальная награда. Попав туда, вы получите 50 миллионов очков. Не забывайте о том, что удвоение до конца шара, который дается после Do, Die, Hurry Up, действует на все задания, в том числе и на финальное. Если вы играете с удвоением, то финальная награда в Jericho будет не 50, а 100 миллионов. Думаю, многие из вас скажут, что пройти Jericho вообще нереально. Да, это действительно сложно, но возможно. И это не самое сложное задание в этой игре. Самое сложное для открытия задания — Do or Die Multi-Ball. Как его открыть, в чем его суть, я расскажу вам в следующем дополнительном ролике, который мы опубликуем на следующей неделе. А если мы уже выпустили этот ролик, вы можете просто кликнуть по вот этой вот всплывающей подсказочке.
Я понимаю, возможно, кому-то бы хотелось бы разом, залпом посмотреть все правила. Но я думаю, от такого количества информации на 10-й минуте чайник уже начинает свистеть. И поэтому напишите в комментариях, как вам лично воспринимаются наши разборы. Понятно, непонятно, нормально вам 10 минут смотреть, или вы 15 минут осилите, или вам вообще по 5 минут нарезать и завернуть. В общем, мы рады любым вашим комментариям, пожеланиям. Тем более, что они помогают в продвижении этого видео. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. И жмякните на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Всем спасибо за просмотр, скоро увидимся. Пока!